Всем привет! Сегодня готовим котлеты. Рецепт необычный, простой, легкий в приготовлении, а на выходе получим очень много вкусных котлет. Ну и вначале нам нужно приготовить фарш. Свинину, говядину, лук и чеснок нужно перемолоть на мясорубке. Ну а подробный рецепт, сколько каких продуктов пошло у меня в ролике, смотрите в описании под видео. Ну а перед тем, как мы будем делать фарш, вначале нужно замочить хлеб. Обычно в котлеты все замачивают белый хлеб, либо же батон. Но мы сегодня будем замачивать вот такой вот серый хлеб. И в нем будет вся фишка. Ну и пока хлеб будет размокать, мы его отставляем в сторонку, а сами готовим фарш. В отдельно глубокую тарелку вначале отправляем перемолотый лук и чеснок. Сюда же добавляем перемолотую говядину и перемолотую свинину. Для перемалывания всех продуктов я использовал мясорубку, но также можно использовать и блендер. Размягший в воде хлеб нужно будет отжать от всей жидкости, затем пропустить его через мясорубку и отправить в общую глубокую тарелку. Затем в эту тарелку нужно добавить соль. Вначале добавляю 1 чайную ложку, затем, если понадобится, добавлю еще. Далее 1 чайная ложка смеси разных перцев и примерно пол чайной ложки черного молотого перца. Еще сюда нужно добавить 30 грамм сливочного масла комнатной температуры. Я его немножко разогрел в микроволновке. И в конце сюда нужно вбить 2 куриных яйца. Ну а дальше не стесняемся и вот так вот просто руками нужно все очень хорошо перемешать. Но в самом конце, после того, как вы все хорошо перемешали, фарш нужно будет вот таким вот образом еще раз хорошо отбить, так сказать, уплотнить. В это время фарш можно чуть-чуть попробовать и узнать, не нужно ли добавить еще какие-то либо специи. Ну а дальше нам остается только сделать сами котлеты. Берем небольшое количество фарша, еще раз его вот так вот в руках отбиваем, уплотняем будущую котлету. Делаем ту форму котлеты, которая вам больше всего нравится, и обязательно эти котлеты нужно обвалять хорошо в панировочных сухарях. Затем все сделанные котлеты мы отправляем на противень, застеленный пергаментной бумагой. После того, как вы сделали котлеты, берем кисточку, подсолнечное масло, и все котлеты нужно будет покрыть небольшим слоем масла. Далее противень с котлетами отправляем в разогретую духовку до 190 градусов на 35-40 минут. Но смотрите, время выпечки будет зависеть от вашей духовки. Из того фарша, что у меня был в видео, у меня получилось 26 вот таких вот котлет. Ну а эти, которые не поместились на противень, уходят в морозилку на прозапас. Ну а через 40 минут получились вот такие вот прекрасные котлеты. Они получились нежные, сочные и очень воздушные. После приготовления таким способом в духовке они получаются не такие жирные, как после приготовления на сковороде. Пробуйте приготовить котлеты таким способом, и я уверен, они вам очень сильно понравятся. Самая главная фишка в этих котлетах — это не белый, а серый хлеб. Ну что ж, друзья, если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь таким роликом с друзьями. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых роликах на канале Аппетитная кухня. Также не забудьте посмотреть еще один очень интересный рецепт приготовления котлет.